Всем чао! Это канал «В погоне за стадио». Он возвращается в новом формате. Теперь я не один, а со своей женой Катей. Чао! Мы из солнечного Палермо. И вот сразу же можно сказать лайфхак. Если вы едете в Италию, вам нужно взять первое очки, а второе дождевик. Потому что погода супер изменчивая. Сегодня 19 апреля. И сейчас, ну, конечно, не сезон дождей, но вот последние 2-3 дня супер льет. Постоянно 10 минут дождь, 10 минут солнце и так далее. Катя тоже, кстати, ведет YouTube-канал. Называется «Катя в Италии». Супер оригинально, да? Вот, так что подписывайтесь. Она мне будет помогать рассказывать про всякие культурные штуки и прочее. Ну, а я, конечно, буду вам рассказывать про свои любимые стадионы, футбол, баскетбол и так далее. Палермо – это главный клуб региона. Приехать на Сицилию и не попробовать канноле – это преступление. Вот это вот не окей. Стоит по 80 евро. Красный апельсин с лимоном. Ваше здоровье. Это клуб в городе с населением 600 тысяч человек. Тем более только обновили и только заново открыли. Ну как так? То есть я не придумываю, к сожалению. Куда без мафии, конечно, и Дона Корлеоне. В этом выпуске я расскажу вам, чем можно заняться в Палермо за 2 дня, то есть на выходные. А мой муж вам расскажет, куда же он идет. Ну, на самом деле, иду я не один. Мы идем сегодня на Палермо-Парма. Это очень крутой матч, потому что, во-первых, они сыграли 3-3 вообще с безумным сценарием абсолютно в первом круге, а во-вторых, и те, и другие претендуют на серию А. Ну, Палермо, конечно, на 6-м месте, а вот Парма лидер, и с большой долей вероятности они прямую путевку забирают. Слушай, с чем можно, с каким городом Палермо можно сравнить, по твоему мнению? У меня ассоциируется Палермо очень сильно с Неаполем, и, честно говоря, я часто его называю Неаполем, когда что-то говорю про Палермо. Сам вайб города и в целом, мне кажется, постройка очень похожа на Неаполь. Я, кстати, тоже, наверное, да, могу сказать, что Неаполь в первую очередь, но такой, знаешь, более красивый, что ли, Неаполь. То есть, если в Неаполе понатыкано в его исторической части всего и сразу, и сложно понять вообще какой это год, какой век даже, то вот в Палермо исторический центр, в первую очередь, он очень такой классический итальянский, да, то есть у него интересная архитектура, там греки, какие-то персы, османы, Но да. не будем забывать, что Палермо была столицей Сицилии, и сейчас она является столицей Сицилии, так же, как и Неаполь являлся столицей второй Сицилии, то есть 2 Сицилии. Поэтому их культуры очень сильно пересекаются. Вообще бесчисленное количество магнитов. Обязательно, конечно, лимончелло, лимоны, ну и куда без мафии, конечно, и Дона Корлеоне. Наша первая остановка совсем не какой-нибудь театр красивый или церковь, там, я не знаю, или площадь. Наша первая остановка — это стиральная машина, которая находится на улице, потому что я извозюкал в первые же часы помидором свою толстовку. Но что можно сделать? Конечно же, потратить деньги впустую, правильно, да? 7 евро стоит стиралка и 5 евро стоит сушка. Ну, хотя бы они есть, и можно это сделать. Вообще в Неаполе очень много церквей, там какое-то вообще абсолютно безумное количество, но и в Палермо их много. Вот, собственно, одна из. Как она называется? Это у нас церковь Святого Доминика. В целом выполнена в стиле барокко, готическая. Достаточно много таких, примерно 15 век. Что классно, что в Италии ты можешь зайти в любую церковь, практически везде бесплатно. Это редкое исключение, когда нужно платить. И в целом очень интересно, они все украшены по-разному. Пока сушится, точнее стирается моя толстовка, рядом находится вот рынок, старый рынок. Ну, я думаю, что вот такие рынки в детстве не видели. Если вы поторговаться, то вам сюда. Магнитики, всякие интересные штучки, сицилийский орнамент. Носки. Он будет везде, собственно, да. Есть также рыбный рынок, но про него мы расскажем позже. Но здесь тоже можно в целом пообедать. И вот уже футбол появляется по чуть-чуть. Это пока не официальная атрибутика, но футбол, как и в Неаполе, опять же, футбол здесь везде. Это самая классическая Италия, которая может быть. В Палермо вы можете вообще легко встретить. Вот эти узкие улочки, ресторанчики, маленькие столики. Чем-то Францию, наверное, напоминает. Те, кто был, мне рассказывали, что он тоже очень любит такую атмосферу. Ну вот прям Италия. Ну и, конечно же, рынок с свежими овощами.
Ребят, даже есть картошка вареная. Вареная, не свежая, вареная картошка. 2,50 стоит килограмм, если я правильно понимаю. Лимоны, клубника. Про клубнику я вам рассказывал, показывал, что можно купить у меня дома, около дома, за 7 евро целый ящик. Много это или мало, это другой вопрос. Главное, что она вкусная. Слушай, а как тебе на Сицилии с безопасностью? Вот без меня, допустим, ты, там, тебе нужно куда-то пойти и так далее. Потому что стереотипы, что, ну, типа, все плохо. Убивают, мафия и так далее и тому подобное. Ну, для нашей жизни мы выбрали, мне кажется, самый безопасный город на Сицилии, потому что наш город, он более чистый, и на самом деле я его выделяю среди всех остальных городов за счет того, что это город университета моего, где я учусь, потому что там безопасно в целом, я спокойно передвигаюсь в любое время дня и ночи. Когда я оставалась одна, например, вечером в Палермо либо в Катании, я оставалась в номере. После темноты я не хочу ходить одна. Возможно, ничего бы со мной, конечно, не произошло, но я так не рискую. Но могу сделать помарочку на то, что я в целом даже в Риме так себя веду. Простенькое, но важное граффити от Ультрас Палермо, Курва Суд, Баста Морти Суль Лавора. Переводится это как «Хватит смертей на работе». Во Флоренции был, к сожалению, несчастный случай. 5 человек погибли, 5 рабочих. И Ультрас, они всегда в Италии не остаются, скажем так, вне общества, они всегда являются важным субъектом общества. Какие-то важные моменты подсвечивают, если они недовольны или рады, они тоже всегда в теме. Но это улица Витторио Эммануэле, одна из главных улиц Палермо, и ведет она, как вы видите, прямиком к морю. Так, насколько это эффективно смотрим. Это нифига не эффективно, ребята. Пятна остались. Что надо сделать, когда ты расстроен? Заесть, конечно. Идем есть оранчини. Я вам расскажу, что такое оранчина, когда мы снимали выпуск про Реджио Калабрию. Могу еще раз быстренько рассказать. Это обжаренный рис со всякими разными начинками в панировке. Сицилийцы очень любят все в панировке обжаренное. Просто невероятно. Быстрый тест, как узнать, с какой части Сицилии итальянец. Можно сказать оранчино, а можно сказать оранчина. Как вы думаете? Это так же, как Сиракуза, Сиракузы. Так вот, в Палермо они называют оранчина, это женский род. А в Мессине, Катании мы будем говорить оранчино. Соответственно, во множественном числе будет оранчини, здесь оранчине. По факту они отличаются еще по размеру. Здесь они будут круглые. В Мессине в основном делают более вытянутой формы, и это связано с вулканом Этна. Как тебе оранчина? Это оранчина, правильно? Оранчина, да, оранчина. мы находимся в Палермо. В Палермо, поэтому оранчина. Для меня было очень остро, я взяла квата формаджи. Как в целом мы часто берем пиццу, если 4 вы помните. сыра, не забывайте перевод. Если вы помните из выпуска про Мессину. Для меня самый вкусный был на самом деле, наверное, в Реджио Калабрии. А мне понравилось реально здесь. У меня было, я так понимаю, что это была свинина, такая тоже остренькая, с соусом барбекю. Во-первых, впервые ел оранчину, господи, ладно, неважно. Оранчину ел с соусом барбекю, но и он был такой очень насыщенный, поэтому я могу поставить из 10 точно 9 легко. Место мы нашли просто на Google картах, совершенно случайно, просто я увидела, что здесь более 7000 оценок, находится на главной улице Виа Македа. Так, собственно, и называется, да? Вот видите, Македа. Так что рекомендуем заглянуть. Единственный момент, что здесь есть вот такие вот гости постоянные, которые хотят у вас отобрать еду. Опасайтесь. Кстати, классическая ситуация в Италии, что Google карты ведут прямо тупик. Но можно быстренько обойти по какой-нибудь другой маленькой улочке.
Вот так с Тифози Палермо можно доехать до стадиона, практически до стадиона, от станции железнодорожной. Это на самом деле очень удобно. Автобус номер 101. На нем написано «Стадио». Пропустить, ну, я не знаю, нереально абсолютно. Едет он практически, еще раз повторюсь, до стадиона. В дни матчей он останавливается, ну, метров, наверное, где-то за 800, может быть, километр. То есть вы чуть-чуть прогуляетесь. А в дни, когда матча нет, он приезжает прям к стадиону Ренцо Бамбера. Ты же само время от времени все равно на футбол ходишь, да? Да. Было что-нибудь такое, вот, что тебе прям запомнилось, и ты такая, о, вот даже я, не футбольный болельщик, я вот порекомендовал в Италии поехать туда. А это было в Генуе, да? Я насколько помню. Да, это Генуя была. Да, Джена. это было в прошлом году. Да, все правильно. Да, мне так понравилось, что даже сделала рилс, как и итальянцы болеют, да? Да. И мне кажется, мы, конечно, не так долго жили в Италии, и в целом выучить итальянский мат можно как раз-таки на стадионе, потому что все слова, весь спектр эмоций, все можно увидеть, и все курили, сидели, кричали, болели. Пили пиво, да, было весело, мне понравилось. Когда подходишь к стадиону Палермо, то открывается вид прекрасный на вот такие скалистые горы. Так, я так понимаю, это парня приехала гости. Вот уже виднеется стадион Ренцо Бамбера. И вот тот самый вид на горы, о котором я говорил. И сегодня, конечно, очень ветрено, просто очень. В прогнозе так и было написано, что морской бриз нордический. Стадион Ренцо Бамбера был открыт в 1932 году. Он претерпел, если не ошибаюсь, 5 реконструкций. И вот этот вид, который мы сейчас наблюдаем, он уже финальный в 2022 году обрел. Стадион, на самом деле, для Италии знаковый. Здесь был чемпионат мира, 3 матча, 3 ничьи, кстати. Нидерланды, Египет и Ирландия. Все между собой сыграли в ничью 2 раза 1-1 и 1 раз 0-0. Ну и здесь произошел конфуз, один из самых больших конфузов в истории итальянского футбола. Здесь сборная Италии в марте 2022 проиграла Северной Македонии 0-1 и не попал на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Стадион вмещает 36 365 зрителей. Хорошо запомнил, просто потому что легко. 36-36-5. Но он не самый большой на Сицилии. Самый большой на Сицилии находится где? Те, кто на меня подписан, точно это должны знать и помнить, потому что самый большой стадион Сицилии находится в Мессине. Там буквально 1500 разница. И я уверен, еще раз повторю эту мысль, я уверен, что в Мессине стадион строили позже, что в Мессине специально сделали на 1500 зрителей больше, просто чтобы было вместимость стадиона была больше, чем в столице региона. Вокруг стадиона куча граффити. Все разрисовано, очень красиво. Отходишь и сразу празднично. Ну и просто красивый стадион. Просто красивый. Вот эта вот трибуна центральная, мы будем сидеть на противоположной. Палермо — это главный клуб региона. Все-таки это столица Сицилии, логично, да? Вот, Палермо входит в Football City Group, это Манчестер Сити, главный клуб Жирона и прочие, не так важно. Собственно, они выбрали в Италии именно Палермо, я думаю, потому что это очень такой свободный рынок, юг Италии, да, команда большая, с огромной историей. Здесь играл Кавани, здесь играл Дибала. Команда за последние полгода прорекламировала в своем инстаграме Дуа Липа, там 80 или 90 миллионов подписчиков. Аквамен, которого вообще все знают в мире. И очень сильно вкладываются, на самом деле, в маркетинг. Они открыли новый музей, сейчас его реставрировали. Здесь был Локотони и другие звезды. И я уверен, что, конечно, главная задача — это вернуться в серию. Это логично. Сейчас команда занимает 6-е место. Парма, кстати, 1-е место занимает. И Парма с большой долей вероятности попадает уже обратно. Вот. А Палермо придется играть в плей-офф. Очень сложный плей-офф будет, 100%, потому что там все хороши. Венеция или Кремонезе, не суть важно. Будет очень сложный плей-офф. Ну и, конечно, юг Италии очень ждет серию А, потому что соскучились, давно не было. Будет большой ажиотаж, когда будут приезжать северные клубы. Любой клуб, Ювентус, Интер, Милан, римские клубы, те же самые. Если приедет Наполи, это будет тоже большое событие, потому что 2 Сицилии, да, помним. И так далее. Поэтому я честно желаю, чтобы как можно скорее любой сицилийский клуб, понятно, что скорее всего будет Палермо, попал в серию А, потому что это только итальянскому футболу будет в плюс. Ну вот, собственно говоря, и автобус
Палермо приближается. Сейчас посмотрим, как его будут приветствовать. Честно говоря, я ожидал, что будет как-то более эмоционально, что ли. Как-то никак. Слушай, как тебе вообще стадион? Снаружи, ну, в общем, цепляет, не цепляет. Архитектура все-таки Италия, она же и на стадион тоже распространяется. Согласна, во-первых, мне нравится цвет, хочу отметить, мой любимый, поэтому вот это прям прикольно. Вообще мы были в Турине, в Генуе, из больших стадионов. Еще я не видела Сан-Сиро, конечно, к сожалению. Вот, но в целом мне очень нравится, мне кажется, он такой масштабный. Мне там прям страшно, что там внутри, но надеюсь, что будет классно. Здесь у нас доска памяти. Рус Джакомо Иван. Не знаю, честно говоря, есть ли у него русские корни, но похоже на то. Но, к сожалению, в довольно молодом возрасте тифозо Палермо погиб. Вот, и увековечили, скажем так, память такой доской около стадиона Палермо. Уже видно, что мы приближаемся к фанатской трибуне, к Курва Норд. Красиво, очень красиво здесь все оформлено. Когда подходишь, чувствуется, что большая любовь к команде. А вот это тот самый вид, о котором я говорил. И, собственно говоря, справа у нас уже стадион. Мы потихоньку подходим к нашей трибуне. Вот эти горы. Вот очередная интересная итальянская ситуация. Написано в билете Ингресси 17, то есть вход, да, входы 17. Подходишь к 17-му входу, говорят, не туда. Я, конечно, по памяти помню, куда идти. Но вот и тут недалеко. Но тем не менее, почему нельзя на билете написать правильный вход, я не знаю. Мы когда подходили, думали, что какой-то гриль, а это что-то, я даже не знаю, что это. Возможно, сопернику так намекает, что будет с ним, если он выиграет. Никогда не забывайте, что обязательно нужен документ на стадион в Италии. Могут не пустить без него. Даже если вы забыли, там какой-то форс-мажор, можно показать фотографию вашего паспорта. Главное, чтобы данные совпадали с паспортом и билетом, потому что если они будут не совпадать, вас не пустят. Прям даже можете на это не надеяться. Но если говорить про схожесть с Неаполем, то не только сам город, сами города Неаполь и Палермо похожи, но и стадион. Стадион тоже чем-то отдаленно напоминает стадион Диего Армандо Марадона. Слушай, а есть то, чего в Италии, вот мы с тобой ходили и на баскетбол, и на футбол, и на волейбол, и на теннис. Чего тебе не хватает на спорте в Италии? Ну, с учетом того, что мы часто ходили в Москве в Мегаспорт и болели за ЦСКА, ну, я болела за ЦСКА баскетбольный, в целом мне баскетбол больше нравится и ближе. Я очень скучаю по чаю. Честно, я очень хочу попить сейчас чай, потому что холодно, потому что вечер. Но нет, здесь можно выпить маленький шот кофе, либо пиво. Ну, колу, ладно. Но вот чай бы здесь точно не помешал бы сейчас. Какой стадиончик? Вот оно. Вот оно. Ну, мягко говоря, с баром, с кейстерингом здесь не лучше, чем в Кастельмар ди Стабе. То есть ничего нет. Вообще ничего. Есть водичка, есть пиво, банка, не разливное. Есть чипсы, ну я там снял, что там еще есть. Ну, то есть вообще ничего нет. Это меня сильно удивляет, потому что это клуб серии B, это клуб с сборной с населением 600 тысяч человек. Билет стоит 29 евро, кстати говоря. Билет стоит 29 евро для меня, для мужчины, а вот для Кази билет стоил 23, по-моему, что-то такое. Скидка была. Спасибо, конечно. Но вот то, что на стадионе нельзя ничего поесть горячего, там, худок, пиццы, да, как я ел, например, в Казерте, там, или еще где-нибудь, это меня сильно удивляет. Ну, вот это вот не окей. Вообще. Ну, это плесень, да, мы понимаем, что это потенциальная, она либо подкрашенная, либо уже плесень. Вон, хватит жаловаться, пойдете все-таки на футбол пришли, а не в ресторан. Кать, мне будет интересна твоя реакция вообще. Что-нибудь тебя удивит, не удивит на этой арене? Масштаб. Честно говоря, большой, после Мессины, Лохри последней, где я была, это вообще, конечно, не сравнится. Прям вау. Давайте так.
Это тоже не окей. Столик, конечно, надо менять. На фанатской Курове в тифозе Палермо очень красивый текстовик. Прям на бетоне. Это покрашено, скажем так, навеки, на века. Это трибуна наследие города. Ее сердце бьется быстро. Ее великолепие не померкнет никогда. Давай попробуем поиграть в угадайку. Я понимаю, что не смотрел серию Б никогда, скорее всего. Если только со мной и Реджину в прошлом сезоне. Играет первая команда, Парма, первая команда чемпионата, и шестая команда чемпионата Палермо. В Парме они сыграли 3-3, Палермо вел до 0, потом там чуть ли не проигрывал. Короче, было безумие. Какой счет будет сегодня? Просто вот любой, который тебе в голову приходит. Просто потом, после матча, посмотрим, что в итоге получится. Ну, понятия не имею вообще, как кто играет, я поставлю 2-2. 2-2. Я тоже думаю, что будет много голов. Но я думаю, что Парма все-таки выиграет. Просто потому, что им больше нужно, они хотят уже наконец-то официально выйти в серию А. Ну и просто они лучше играют в этом сезоне. Поэтому я думаю, что будет счет 2-3. Улыбайтесь, вас снимают. Диктор с микрофоном очень старается. Хорошо, разогревается атмосфера. Con número 7, Leonardo. Слушайте, ну громкая трибуна, но есть минус большой, что очень сильный рассинхрон между верхним и нижним ярусами. Традиционный заряд на всех абсолютно стадионах Италии. Дифидати Куной. Дифидати — это болельщики, тифози, которые лишены права ходить на стадион. У них им выписан даспо. Даспо — это, скажем так, документ, который ограничивает за какие-либо правонарушения нахождение на любой спортивной арене в стране. Просто послушайте, какой рассинхрон. Даже барабан не... Я, честно говоря, немного удивлен. Там видим, что Реджана играет с Казанцем 0-2. Удивлен, потому что на Локомотиве у нас тоже южная трибуна с двумя ярусами. Да, у нас тоже бывали проблемы, но не так, чтобы мы попадали в такт практически в каждом заряде. Мы видим флаг Ромы, Курва Норд. Вот дети у нас аккомпанемент фоновый делают. Дело в том, что Курва Норд, именно вот это объединение, скажем так, тифози Палермо, они в хороших отношениях как раз с тифози Ромы. При этом не все. Есть часть тифози Палермо, которые в хороших отношениях с тифози Наполи. Но это обычная абсолютно история для Италии. Что получается? Вот билет на этот сектор стоит 29 евро. Мужской и 23 женский. Мы получаем не очень хороший обзор. Получаем заградительный щит. Пусть он и пластиковый. И 2 рекламных щита. Это, мягко говоря, не очень прикольно. Мы получаем хреновые стулья. Они реально хреновые. И еще, что самое интересное, у нас вот этот вот непонятно для чего созданный ров. Я даже не знаю, это не ров безопасности. Ну, короче говоря, это... Я не знаю, кто это проектировал, но вот вы на стадионе. И как бы вы не видите даже поле. Это странно. Ну да. Просто вода чуть-чуть. Со стадиона.
Не очень хорошо. Ну, вот я что и говорил, вот она и плесень. Ну, в плохом состоянии стадион. Внешне он прикольный, но вот когда видишь вот это все, вода текущая, хрен знает откуда, из труб прорывается и так далее. Вот, посмотрите вот на эту вывеску. Ей сколько лет? Больше, чем мне, наверное. Лет 32. Мы же здесь не про то, чтобы показать, как все красиво, показать, как все есть на самом деле. Вот Катя сейчас ходила в туалет. Но не одна, а со мной. Почему? Потому что я держал дверь. Потому что дверь не закрывается. Причем она, знаете как? Она не то чтобы не закрывается на защелку, она вообще не закрывается. И что самое главное, в Италии это вообще общая какая-то всеобщая проблема, да? Да, к сожалению, с таким я вообще не сталкивалась, наверное, в России. Может быть, просто уже давно, как бы живу в Москве, ну, всю жизнь в целом. И у меня не было такого, что я не могла сходить в уборную одна. Ну, типа, я спокойно сюда шла, а тут часто бывает история, когда мне нужно звать с собой Гошу и просить то держать мне дверь, то там как-то помочь. Я молчу о том, что часто бывает нет воды, ну, то есть, ну, вы понимаете, да, что даже руки нельзя помыть. Мы сейчас наблюдали, как папа купил воду, чтобы дочка, после того, как сходил в туалет, чтобы она помыла руки. Ну, то есть, вот эти шутки про то, что девочки ходят вместе в туалет, здесь это не шутки, потому что здесь, ну, у тебя нет другого способа, либо ты просишь незнакомых женщин тебе помочь, либо ты идешь с мужем, ну, то есть, ну, это вообще как-то уму непостижимо. Эта история, она даже у нас в городе, даже в Макдональдсе было так, что дверь не закрывалась, и все, и у тебя просто нет другого выхода. Минут, уже почти 88 и 0-0. Недавно был у Фрозидоне, поймал там 0-0 с Болоньей, которая до этого 9 раз выиграла из 10 матчей. И снова, видимо, попадаю на 0-0 на Палермо с Пармой, которая там забивает за сезон, по-моему, больше 60 мячей. Ты сказал, что будет 2-2, я сказал, что будет 2-3. В итоге 0-0. Это вообще последний результат, который я ожидал увидеть в этом матче, но что имеем, то имеем. Как тебе вообще атмосфера, город, на футболе я имею в виду город? Ну, честно скажу, Гена остается на первом месте из того, что я посетила. Феррари Да, там было намного интереснее, и сама игра, и сами болельщики. Мне понравилось, конечно, я предсказывала в самом начале, но это было без камеры, что будет драка. Я почти угадала. Драка со стульями, которые летят со второго яруса. Вот, да, это было интересно, первый был интересный, но игра, я не особо разбираюсь в футболе, я больше за баскетбол, потому что там не может быть 0-0. Честно скажу, мне не понравилось то, что я увидел, потому что стадион не готов к серии А. Он в плохом состоянии, то есть вы даже видите фон, стулья надо менять, причем уже это все, кейтеринга с горячим нет, его покрасить нужно, вот это вот действие, которое за моей спиной, чао. Это действие, которое с щитами, с рекламами, за которых не видно поле, то есть это тоже минус. То, что Палермо работает хорошо в маркетинге, здорово, классно. Но маркетинг это еще не все. Поэтому хочется команде пожелать. Хочется, во-первых, чтобы действительно команда с юга Италии была серия. Но хочется, чтобы она была не в таких условиях, когда вода. Понимаете? Там вода. Как люди передвигаются. И люди. Смотрите, как люди идут. То есть я не придумываю, к сожалению. И хочется, чтобы команда серия А с юга Италии играла в хороших условиях, а не вот в таких, каких они имеют сейчас. Мы, собственно, завершаем футбольную часть. Она еще завтра продолжится в фан-шопе, может быть, в музее. Вот. Ну и обязательно, конечно, завтра будет культурная часть, завтра будет театр, завтра будет, наверное, что еще, церкви, наверное, какие-нибудь, да? Да, мы обязательно сходим, посмотрим центр города, съедим что-нибудь вкусное. Точно, Мы да, даже конечно. без этого. Канолли. Это обязательно. Ну и сейчас тоже надо будет поесть. Так что бонасера,
не говорят буононота друг другу итальянцы, когда они хорошо знакомы, скажем так, только близко говорят буононота, а так говорят буонасера и до завтра. Рядом со стадионом после матча променад. Люди кушают, пьют. На стадионе нормальной еды нет, но зато около стадиона все есть. Сегодняшний день мы начинаем на набережной Палермо. Зеленая, широкая, длинная, можно погулять несколько часов. Исторические здания вдоль набережной и так далее, и так далее. Как видите, погода очень хорошая, светит солнце, причем светит так довольно ярко, вроде бы ни одного облачка на небе. Но это не всегда на самом деле хорошо на Сицилии, потому что вообще этот выпуск должен был быть еще полгода назад. Но не случился по двум причинам. Первая причина — то, что наш поезд остановился в Чефалу на 7 часов. Да? Да, ну, примерно, да. Мы 7 часов провели на станции. Люди лежали на платформе, в поезде, везде, где только можно. Нам даже приносили бесплатно воду. Ну, правда, это прошло через несколько часов. Были закрыты вокруг все магазины. Чефалу — это вообще маленький город недалеко от Палермо, где-то примерно в часе езды на поезде. И там очень красивый пляж на самом деле. Но в тот день нам не хотелось идти на пляж, потому что были лесные пожары, Да, и Сицилия очень сильно горела. Так, Сицилия очень сильно горела, и из-за этого даже поезд не мог проехать по путям. Горело все рядом с железнодорожными путями, и было просто невозможно. Поэтому я опоздал, собственно говоря, на футбол. Это должен был идти на футбол один, не как вчера с Катей. Потому что поезд приехал еще раз с опозданием на 7 часов. Также у нас здесь вообще спортивный комплекс. Вот мы видели, как ребята играют в футбол, точнее баскетбол на футбольной площадке. Детская площадка. Все зелено. Ну, не прям, но зелено. Ну, короче, хорошо. Прям здесь хорошо. Правда, под ногами не очень. Как-то грязновато, но это нюансы, а так прям здорово. Ну и вид на горы, куда без него. Вот у нас яхты, лодки, бухта, короче говоря. Она завершает набережную. И здесь также еще есть чуть дальше променад. Как раз вот здесь обычно по вечерам очень многолюдно, шумно. Можно хорошо посидеть, но, естественно, ценник будет, наверное, x1,5 от обычного. Но зато с вот таким вот видом. Вот у нас здесь тунец и все остальное. Все свежее можно приобрести. Прям свежевыложенное, при вас чистят. Красота же, да? Ну и ценник соответствующий. Не по 2-3 евро, как в магазине. Но зато все натурально. Вот мы снова на главной улице Палермо, улица Виа Македа. Похоже на Неаполь, на Виа Толедо. Такой же принцип, магазины странные, разные. Университет здесь тоже есть, различные кафе, какая-то вот обувь тут местная. Можно что-то поесть, можно что-то купить и так далее. Ну, здесь сейчас не так многолюдно, а вот по вечерам очень. По вечерам здесь реально прям тяжело протолкнуться. Вы видите форму Палермо, да? Вот здесь есть еще такие футболки. Называется это футбол-шоп магазин. Но это не официальный магазин Палермо. Это именно что такой дистрибьютор, если так можно выразиться. Та же самая история была и в Неаполе. Тоже можно перепутать с такими магазинами, которые продают форму и различную атрибутику. Buongiorno. Все три футболки, все три комплекта: розовый, очень красивый, черный, очень красивый
все три с вышивками, с прошитым логотипом стоят по 80 евро. Ну, дороговато, конечно, да, но за такую хотя бы красоту можно, в принципе, и отдать, если очень нравится. Мы приближаемся к главной достопримечательности Палермо, театру Массимо. За моей спиной театр Массимо. Самый крупный оперный театр в Италии и занимает 3-е место по величине в Европе. Вы могли его видеть в фильме «Крестный отец», 3-я часть. Проходили съемки здесь. Также, если вы знаете сериал «Белый лотос», что я вам рекомендую посмотреть, тоже приходила одна из героинь сюда смотреть оперу. Кстати, про сериал «Белый лотос» я рассказывала у себя на YouTube-канале. Советую посмотреть, потому что там очень красивые виды Таормины, а Таормина находится недалеко как раз от Мессины. Также Гоша вам тоже про это уже рассказывал. Ну а мы сейчас пойдем с вами на экскурсию именно в сам театр. Рядом рекламируют университет Палермо. Где его рекламировать, кроме как не у главного театра города, правда, да? Супер логично. Театр был открыт в 1897 году. В течение многих лет проводились разговоры о том, что нужно построить большой театр именно в Палермо, и он должен быть по величине не менее Неаполя. Ну, соответственно, вы понимаете, да, что имидж города нужно продвигать за счет театра. И его назвали в честь Виттория Эммануэля после как раз объединения Италии в 1861 году. А сколько мы раз в Палермо были? Мне кажется, это уже примерно раз 6-й, наверное. Да, я думаю, что за 1,5 года примерно так. Знаете, какой раз мы в этом театре? Первый. Сейчас будем первый. Просто потому что каждый раз, когда мы приезжали, мы такие: о, театр Массимо, он такой красивый, надо туда зайти, ну, там не на представление, а просто на экскурсию. Ни хрена, надо купить билет заранее, потому что вот сейчас вы можете, допустим, там, проходить мимо, такие: круто, я хочу у него зайти посмотреть, скорее всего, вы туда просто не попадете. Поэтому делайте это заранее, покупайте билет онлайн, и всегда старайтесь покупать билет в Италии онлайн заранее, причем заранее, так, примерно за неделю, 2, а то и 3. Например, в галерею Уффици ты купила билет за 1,5 месяца, да? Да, примерно за 2 месяца. Кстати, я хотела сейчас еще добавить то, что сказал Гоша, что у нас сейчас будет экскурсия на английском языке. Да. Это очень важно, что экскурсия проводится не только на итальянском, но будем надеяться, что мы все поймем. А это афиши. Очень красиво. Я не знаю, каких они годов. Как не знаю? Знаю. 1971 год. 27 апреля. Как тебе впечатления от театра Массимо? Честно хочу сказать, что экскурсия была на английском и на итальянском. Несложно, было легко понять. И даже был нормальный английский. Это в Италии не всегда норма, скажем так. Вот, но в целом я вам тоже самое уже рассказала. Историю создания самого театра, как его строили, кто его строил. Вы можете загуглить это и не обязательно ходить на экскурсию. Я думаю, что лучше как раз-таки сходить на оперу. А ты что думаешь? Ты имеешь в виду, лучше купить просто билет на представление какое-либо, заглянуть и почитать в интернете, что это такое, да? Да, потому что ничего секретного нам не показали и не рассказали. После театра Массимо продолжаем прогулку по Палермо. Здесь у нас улица с магазинами, ничего супер особенного, такая же типичная Италия, как и в любом другом более-менее большом городе. Но здорово, что она, как вы видите, пешеходная, тем не менее здесь ездят машины и мопеды. Ну, мопеды это понятно. Про самокаты я не говорю, мы сами на них катаемся. Вот один из них. Движемся в сторону опять стадиона. Почему? Потому что там находится официальный полноценный фан-шоп. То есть у Палермо только один, подчеркиваю, один фан-шоп в городе, который от клуба, не представитель, не какой-либо там дистрибьютор и так далее, а именно официальный фан-шоп. В центре города, чтобы вот в шаговой доступности, фан-шопа, к сожалению, нет. Лего молодцы, они сделали картину прям Палермо. Это, собственно, берег Палермо. Человечки и оранчини, конечно, куда без них. Обычный спальный район, на самом деле, который будет сложно отличить, если только не пальмы. Да? Здесь находится стадион Ренцо Барбера. Помним его по вчерашнему вечеру. Виднеется уже крыша. Единственная крыша на этом стадионе над трибуной боковой. Но вид, конечно, на горы очень классный.
мы возвращаемся на стадион, потому что, как я говорил, здесь находится единственный фан-шоп, официальный фан-шоп. Еще у Палермо недавно открылся музей, но вроде как он не работает. Хотя я видел в их социальных сетях, красиво приезжали футболисты, тоже вчера об этом рассказывал, легенда клуба. И очень хочется надеяться, что он тоже открыт. Но не факт. Но я вижу, что свет горит. Очень красиво здесь граффити. И вот это руки, я так понимаю, тифози, может быть, футболистов, может быть, еще и руководство клуба. Сьяма Акули. Мы орлы. Орел, напоминаю, ну, я думаю, что и так понятно, это символ клуба Палермо. Вот, значит, вход в музей. Красиво оформлен. Таблички с часами работы нет. Так вот нам даже бесплатно подарили такой стикер Палермо. Очень сильный. Я его даже никому не подарю, честно, потому что мне самому очень нравится. Но вообще классный оформленный фан-шоп. Очень много продукции. Можно даже стул купить себе для рабочего места. Мечи, формы, шарфы, каски, шлемы. Ну, это мы уже с вами много раз обсуждали. Атрибут итальянских ультрас. Красиво оформленный шлем. Пуховики для детей. Для пеленания, я так понимаю, тут вообще все есть. Вот я так понимаю, что эта футболка, да, это старая, со старым логотипом, предыдущим логотипом, который был до 2019 года. Много автографов. Здесь Puma сделала коллекцию для тренировок, для лайфстайла. Ага, это еще у нас и Панеттона есть даже. Панеттона. Остался, видимо, с Пасхи. Бронори. Намедиа. Другие игроки Палермо. Здорово, здорово очень оформлен. Точно можно найти что-нибудь, что тебе понравится. Еще раз покажу прекрасную музыку с разных годов. Форма Палермо, белые, розовые, с разными логотипами. Здорово, что вот это есть. И это можно приобрести. Можно, наверное, и нанесение сделать, если попросить. Вот класс, да? Я еще сразу не обратил внимания, смотрите, как очень стильно, прям мега стильно оформлен вход. Но эти двери раскрываются, когда вы заходите. Класс. Такие детали мы любим, конечно. Тот самый музей я спросил, когда он открыт. Он открыт со вторника по пятницу после обеда. Ну вот как это, да? Сегодня суббота. Когда посещать музей, если не в субботу и в воскресенье? Ладно, в воскресенье, окей, в Италии там супер выходной, это понятно. Но сегодня суббота, матч вчера был, люди приехали. Я уверен, что я не один такой, кто хотел посетить музей, который, тем более, только обновили и только заново открыли. Ну как так? Давайте при свете дня посмотрим на трибуну. Ну как-то не очень, да, согласитесь? Нет, конечно, не катастрофа, ничего такого. Но если учитывать, что в 2022 году вроде бы как делали рестайлинг, ну, возможно, сделали рестайлинг как раз-таки фан-шопа, музея недавно, как я говорил, который закрыт, к сожалению. Да, вот здесь вот эту стену зарисовали, то не впечатляет все-таки, к сожалению, не впечатляет. Еще работать и работать. Мы пришли на Меркато дель Капо. Проще говоря, это старый рынок, старый район. И здесь мы будем обедать. Надеюсь, что мы будем обедать, что нам накроют поляну, если так можно выразиться. Просто потому что время подходит уже к концу обеден. Свежевыжатый сок. Вот здесь вот прекрасно все лежит. Свежее. Вот только здесь, если есть, то только здесь. А вот этот ресторан как раз таки, который мне очень нравится, сходить. Изгров называется. Вот здесь мы попробуем поесть. Все здесь, все свежее, все на льду. Очень советую.
если кушать в Палермо, то именно в таких местах. Так, что у нас по ценнику на рыбном рынке в Палермо? Обязательно инсталлатор Димары, прям советую. Очень вкусно и большая порция обычно. Нормальный ценник, на самом деле. Супы прикольные. Труда, тартары. Тартары тоже советую всегда брать в таких местах, потому что все свежее. Ну, то, что я посоветовал, а дальше вы, конечно, вы сами. Ну, а еще раз, если есть, то есть, ну, и вино, все путем, все хорошо. Если есть Палермо и обедать, то обедать вот именно вот здесь. Вы сами видите, выбор вин, тут, как в обычном ресторане. То есть, точно что-то себе найдете. Ну и по еде, опять же, очень-очень большое меню. И вот, собственно говоря, кухня. Все перед вами готовят. Так, хотя почему вообще стоит, если есть, то на рынке, который я так уверенно говорю? Ну, во-первых, мне кажется, не стоит объяснять. Посмотрите на эти огромные порции. Например, у меня спагетти с мидиями. Эта порция стоит 7 евро. Я даже не знаю, наверное, в Милане будет стоить 20 примерно, мне так кажется. Я вот тартар и салат из морепродуктов. Салат стоил 15, тартар, по-моему, 12, если не ошибаюсь. Ну, я думаю, понятно, что, во-первых, из-за того, что это рынок, здесь супер все свежее. Рыба, не знаю, сколько ей здесь везти из моря? 5 минут. Вот, ну и, соответственно, все готовят при вас максимально быстро. Мы здесь уже раз третий, я так думаю, именно конкретно в этом месте. Напишем вам название в описании. Очень Изгро. классно, прям. Название Изгро. Но я все равно думаю, что надо написать. В общем, бон пранцо. Grazie. Sì. Arancia rossa e limone. Лимоны на Сицилии тоже абсолютно великолепные по вкусу. Они не такие кислые, как мы привыкли, они чаще бывают сладкими. И я лимоны прям обожаю просто есть на самом деле, но это, конечно, любители. Красный лимон, жаната, чао. Красный апельсин с лимоном, ваше здоровье. Очень вкусно, правда. Не знаю, как его передать через монитор, но очень вкусно. Мы потратили на обед, если вот можно так назвать, хотя не он что горячее, 40 евро на двоих. Как считаешь, это адекватный ценник? Ну, для Италии, да. Для Италии, да, потому что в ресторане можно потратить на двоих 60-80 легко, причем не в каком-то топовом месте, да? Ну, начнем с того, что мы не берем никогда в ресторанах алкоголь практически. Если хотите попить аперитива, то рекомендую это делать до. И плюс мы никогда не едим дольче. То есть мы не берем сладкое десерт в ресторане, потому что чаще всего это принесенные из пассичерии, из кондитерской. И, Они дороже по-любому, да, получается? Они дороже, и это не всегда это свежее, как мне кажется. Вот сколько мы сталкивались, сколько мы брали именно в ресторане, то мне не очень нравилось какой-либо десерт, поэтому всегда после ресторана мы уже идем отдельно в пассичерию, берем что-то сладкое, и это лучший выбор, потому что, будет точно свежий и вкусный. И кофе. Кофе тоже, часто его делают вкусным везде, но мое предпочтение, что кофе тоже лучше брать непосредственно в кофейне, да, ну и той же самой пассичерии, потому что там просто-напросто кофемашины обычно не такие заюзанные. То есть они, и с ними правильно, что самое главное, с ними правильно обращаются. Тут у нас и специи, и соли какие-то, из Трапани, кстати, в Трапани. Я рассказывал про город Трапани в своем телеграм-канале. Там есть музей соли прекрасный. И вообще город Трапани я советую всем посетить на Сицилии. Это такое не очень известное место. Он как раз недалеко от Палермо находится. Примерно 2 часа езды на автобусе. Езжайте именно на автобусе, не на поезде. Потому что на поезде жутко неудобно, и поезда там некомфортные. Ну и если хотите приобрести киви, мандарины, клубнику, баклажаны огромные. Даже мята в горшочке, елки-палки, 2 евро за горшочек мяты. Покушал, свежевыжатый сок выпил, зашел на рынок, чтобы потом дома покушать, и домой. На мотороллере, на мопеде. Вот так и живут. Это причем даже я не утрирую. Часто можно встретить
Вот здесь еще иврит добавлен и арабская вязь. Часто можно встретить на Сицилии что-то написанное на греческом, ну, потому что греки здесь были очень давно, и они здесь много чего основали. Вот здесь у нас кофе, красивые граффити и одежда, которая сушится. Поэтому, именно поэтому, для многих ассоциации с Италией, когда люди приезжают домой, ассоциация с Италией — это запах чистого, свежепостиранного белья. И порошка, соответственно, стирального. Ну, проблему мусора, к сожалению, во многих регионах Италии решают долго и трудно. Палермо не является исключением. Очень приятное место. Пока закрыто, я так понимаю, но это абсолютно... Да, что у нас с ценником? Так, ну вот салат и дельмар здесь уже стоит 30 евро. 2 раза больше. Да, ровно x2, потому что красивое место. Собственно, так обычно математика и складывается. В ресторанах, соответственно, ты идешь в такое красивое место, платишь 30 евро за салат с морепродуктами. Причем я уверен, что мой салат, который я сейчас съел, он с большой долей вероятности и порция в раза 2-3 больше. Как выглядит Сицилия? Сицилия выглядит вот так. Сумка 5 евро. Фартук. Шоперы. Кепки. Еще сумки. Фартуки. Мешки спортивные. Тут вообще все есть, кажется. Эти футболки очень часто встречаю. Здесь написано Палермо. Это все такой дешевенький принт. И я вижу, что их часто носят. Вот и Интер Майами есть смеси. И Ювентус якобы. И Манчестер Сити, и все, что хочешь. Вон там и Милан, и другие клубы. Quanto costa? Questa maglia? 15? 15 евро стоит вот такая реплика. 12-летнего ребенка. Но официально стоит 80, поэтому идею понять, в принципе, можно. Так, значит, мы на Виа Македа. И первое попавшееся меню, которое увидели, значит, какой-то там суд, юг. Вот тартар. Я тартар съел за 12 евро. Здесь 22. Ну, ценник на пасту. Паста. Катя съела пасту за 7 евро. 12-25 и 9. Понимаете, да? Куда надо ходить? Какой блог смотреть, кого слушать? Не, ну я серьезно, ребята, вы здесь отдадите, причем здесь будет невкусно, я уверен. Здесь отдадите, грация. Здесь отдадите, ну, наверное, евро 80 на двоих. Ну, если взять еще алкоголь. Если взять алкоголь, да, вино, как часто делают, то, наверное, вообще по сотку. И вы не будете рады особо. Если вы пойдете на этот рынок, вы пойдете в 2 раза меньше. Вам там принесут отличное вино, я уверен, потому что у них там очень большая винотека. Так, ну давайте еще, давайте прям, раз уж на то пошло. Паста 19, 25. Ну вот очень простой пример, как это работает. Понятно, что это все то же самое, как в любом другом городе. Аренда дорогая, обслуживание, красивые столики, стульчики, там бар такой классненький, тоже все лежит. Но вы же видели, что там явно все свежее. По поводу того, что здесь, я не уверен. Ну, скорее всего, тоже должно быть все хорошо, просто потому что они должны как минимум за качество отвечать. Мы с вами сейчас находимся на площади Кватраканти. Переводится как 4 угла. Она находится на пересечении Корсо Витторио Эммануэля и Виа Македа, по которым как раз-таки сейчас и шли. Эта площадь образовалась в 1600 году, и когда по указанию испанского короля взяли и просто прорубили прямую улицу, и, соответственно, так она и стала называться изначально именем как раз-таки испанского короля Македа. После площади Кватраканти мы передвигаемся дальше. Здесь у нас фонтан Притория. И раньше его называли фонтаном позора. Почему так? Есть 2 легенды. Одна из них гласит из-за того, что, как мы видим, фонтан с обнаженными скульптурами расположен прямо напротив монастыря. Вот его купол как раз-таки. Монастырь был женским, и, соответственно, окна выходили прямо на этот фонтан с голыми скульптурами. И вторая версия из-за того, что этот фонтан изначально вообще построили во Флоренции.
И из-за того, что у Флоренции не было денег, его решили продать. Его разобрали на 664 части и перевозили сюда, в Палермо. Частично было утрачено что-то. И как раз-таки почему фонтан позора? Потому что у Палермо на тот момент даже не было денег на то, чтобы купить такое сооружение и поставить его в центре города. Соответственно, вы понимаете, что налоги были горожан, и они были не очень довольны этим фонтаном. Если говорить вообще о лучшем времени посещения, это вот как раз таки сейчас. Палермо, да? Как раз таки сейчас, это весна, осень, когда уже хорошо, может там чуть-чуть дождь покапать, но еще не так, еще не так жарко. Вот. И если кажется, что типа Палермо рядом с морем и, собственно говоря, можно купаться, то это не совсем так. Да, ближайший на самом деле пляж Манделла. Он находится примерно полчаса на автобусе. На том же самом практически, когда проезжать мимо стадиона. Да, но проблема в том, что мы первый раз сюда приезжали, это был октябрь, мы посещали на Гошин день рождения, когда только переехали на Сицилию. И мы еле впихнулись в этот автобус, если честно. Это было очень проблематично, хотя это был октябрь, а у итальянцев сезон заканчивается в конце сентября, потому что лето заканчивается 21 сентября. Да. Вот мы с вами и дошли до кафедрального собора Палермо. Здесь располагаются мощи покровительницы города Святой Розалии. День города 15 июля. Проходит здесь торжественная процессия. В этот день проносят по городу мощи. Также все празднуют везде, поскольку в ее имени присутствует роза. Девушки надевают венки из роз, везде все украшено розами. В целом день города празднуется очень торжественно, проходит салют. Мы в прошлом году попали, нам очень понравилось, так что рекомендуем. Перед вами палаццо Нормани или палаццо Реале, то есть Королевский дворец, бывшая резиденция сицилийских королей. На данный момент здесь заседает сицилийское правительство. Главной достопримечательностью является Палатинская капелла или дворцовая часовня. Капелла Нормандского дворца является одним из важнейших памятников арабо-нормандского стиля, внесен в список ЮНЕСКО. Интересный факт, что можно сюда попасть бесплатно. Так, билет входной стоит 19 евро. По традиции, каждое первое воскресенье месяца можно посетить итальянские музеи бесплатно. Для этого не нужно заранее регистрироваться. Обычно вы приходите, встаете в живую очередь и проходите в музей бесплатно. Это можно узнать на официальном сайте каждого музея, поэтому уточняйте, не во всех это действует. Приехать на Сицилию и не попробовать каннолли – это преступление. А как говорили в фильме «Крестный отец», оставь пистолет, возьми каннолли. Итак, каннолли – это у нас традиционный сицилийский десерт. Основа – это хрустящая такая, даже не знаю, как это назвать правильно, но, знаете, по вкусу очень сильно похоже на хворост, мы в детстве ели. Внутри сыр рикотта. У нас здесь один с апельсином, второй с фисташкой. И сверху обычно разные посыпки бывают. Сейчас мы будем с вами это все пробовать. Уверена, что это очень вкусно, потому что в Палермо самый лучший каннолли. Но и не просто мы в каком-то обычном месте. Это место было основано в 1024 году. Итак, давайте сейчас с вами попробуем это волшебство. Бониссимо. Мы завершаем выпуск из столицы Сицилии Палермо. Надеемся, что и сам выпуск вам понравился, и город Палермо вам тоже понравился, и когда-нибудь захотите его посетить. Обязательно оставляйте комментарии о новом формате, о том, что мы рассказываем про культуру, спорт, стадион вдвоем, вместе. Не забывайте, что нужно подписаться на канал «В погоне за стадио» и Катя в Италии. поставить колокольчик, поставить любое уведомление на вашем девайсе. И самое главное, выходные – это не время для того, чтобы сидеть дома. Чао. Чао.